Сегодня пастор Филлип Барнетт отвечает на вопросы о пророчестве Азовмена, которое впервые прозвучало еще в 2007 году. Я уверена, что многие из вас уже слышали это пророчество раньше, но по мере того, как события времени все больше приближаются, некоторые события вырисовываются яснее, и возникают новые вопросы касательно событий времен скорби. Эта запись посвящена ответам на эти вопросы, касающихся последних дней, событий, которые произойдут во время скорби после восхищения церкви. И пастор Филлип Барнетт начнет видео с молитвы. Господь, ты видишь эту программу, ты знаешь, что нам нужна помощь, мне нужна твоя помощь, Господь. Благослови, помоги, Господь, и дай, что люди понимают, что ты хочешь, что мир, что Россия, Украина, Россия, что славных людей будет понимать, что будет в этот день скоро, Господь. Помоги, мне нужна твоя помощь. Ты знаешь, без тебя я не могу делать ничего. Помоги мне. И каждый человек, кто слышит, дай помазание на мне, на всех, кто слышит, во имя Иисуса. Аминь. Я искренне верю, что сегодня у нас будет очень содержательный и невероятно глубокий разговор. У меня есть 13 вопросов от людей, и я предполагаю, что вы, возможно, тоже захотите что-то добавить от себя. Позвольте мне начать с первого вопроса. Во время великой скорби, как говорится, будут землетрясения. Слово «землетрясение» встречается в книге Откровения примерно 7 раз, начиная с 6 главы Откровения. 6-я печать и заканчивая Откровением 16, 7-й чашей гнева, кульминацией всего. А вам? Открыл ли вам Господь что-нибудь о землетрясениях в Америке, России или других частях мира? Да. На протяжении многих лет я много раз слушал проповедь по имени Перри Стоун, и он неоднократно упоминал, что ему приснился сон о землетрясении. Перри Стоун размышлял и предположил, что сильнейшее по силе своей землетрясение произойдет где-то в районе Канарских островов или к югу от этих островов, принадлежащих Испании, расположенных у побережья Северной Африки. И Господь открыл мне еще кое-что, некоторые детали об этом, и что землетрясение, по-видимому, не начнется или не произойдет там, не в районе Канарских островов, а дальше на юг. И землетрясение действительно произойдет. Это будет в районе Гвинейского залива, еще южнее, вдоль западного побережья Африки. И в этом районе есть два основных острова. Они находятся примерно в 200 милях к западу от страны Гвинея, в Гвинейском заливе. И эти два острова Сан-Томе, возможно, я неправильно это произношу, наверное, это по-португальски. Государство Сан-Томе и Принсипи расположено на этих двух островах. Здесь также имеется еще несколько более мелких островов, различные скалистые выступы, окружающие их, и небольшие каменистые участки. А чуть южнее самого Сан-Томе находится еще один небольшой остров, думаю, так это и нужно произносить, и Педрос. Там есть скалистые острова, выступающие в скалистую местность. А еще они расположены к югу от главного острова. Есть два основных острова. Они расположены к югу от главного острова Сан-Томе, а к югу от другого острова, который называется Принсипе, находится небольшой островок, выступающий в скалу, под названием Тихосас. И это к югу от острова Принсипе. Там произойдет сильное землетрясение, вероятно, к западу или в районе этого острова. И этот остров, из-за того, что произойдет землетрясение, этот остров исчезнет. Сан-Томе исчезнет. Так что землетрясение произойдет там, и вызванная им волна пронесется через Атлантический океан и обрушится на западное побережье Америки. Таким образом, землетрясение, по-видимому, произойдет не в районе Канарских островов, а южнее, у Сан-Томе. А люди, которые живут на этом острове, должны будут бежать оттуда по времени, где-то после ядерной войны между Россией и Америкой, где-то в том промежутке скорби это произойдет. Бог не сказал мне точно, когда произойдет это землетрясение.
где-то до середины периода скорби. Поэтому жителям Сан-Томе нужно будет бежать на материковую часть Африки. После того, как произойдет война между Россией и Америкой, людям нужно будет бежать на материк. И это большая рыболовная зона, где они ловят рыбу. Но людей нужно официально предупредить. На данный момент Бог заботится об африканцах так же, как Он заботится о каждом человеке в мире, потому что мы все произошли от семени Адама и Евы. Поэтому Бог хочет, чтобы жители Сан-Томе, которые останутся после восхищения, подготовились к бегству на материковую часть Африки, в Гвинею или другие страны в том районе вокруг Гвинейского залива. И волна от землетрясения пронесется через Атлантику и ударит по восточному побережью Соединенных Штатов. Если кто-то из вас слушал «Американский остаток», в прошлом году, еще в январе 2007 года, Господь однажды ночью около 5 часов говорил со мной и открыл мне Азовмена. Он уже работал со мной. Бог начал давать мне информацию, и я начал проповедовать о книге Откровения. Еще в 1980 году я впервые проповедовал о книге Откровения, и у меня было много понимания этой книги. Затем, в январе 2007 года, он снова проговорил ко мне и дал мне Азовмена. И я хочу сказать, что когда славяне, многие люди пишут Азовмена, они вставляют русскую транслитерацию с дефисом между словами. Но во сне, в котором Бог рассказал мне об Азовмене, который произошел накануне ночью, перед тем, как Он проговорил ко мне, Он дважды сказал во сне: Азовмена, как Азовское море, Азовмена. Так что это Азовмена, это не два слова и не через дефис между двумя словами, а это одно слово. И когда я пытался понять значение этого слова, после сна, а затем после того, как Бог поговорил со мной и дал мне толкование большей части этого сна, я начал спрашивать Господа, что значит Азовмена. Я стоял на коленях, молился на полу, и это было примерно через день после того 5-часового времени, когда Господь проговорил ко мне. Итак, запиши это. Я встал с пола и начал писать Азовмена. И я написал это все именно большими заглавными буквами по-английски. Заглавная А, пауза, З, пауза, О, пауза, В, пауза. И я подумал, это, наверное, как-то связано с Азовским морем, Азовмена. А потом я продолжил писать. Заглавная М, пауза, заглавная Е, пауза, заглавная Н, пауза, заглавная А. И я подумал, может быть, нет. Я побежал в другую комнату, схватил свою Библию, открыл ее на книге Даниила, на пророчестве, там, где рука появилась и писала на стене. И часть этого была «Мине текел упарсин». Ты взвешен на весах и найден легким. Суд пришел. Речь шла о городе Вавилоне. И в ту ночь царь, третий царь, внук Навуходоносора, использовал сосуды для питья, которые были взяты из Дома Божьего. В Иерусалиме их принесли, и они пили вино из этих сосудов и поднимали тосты за своих идолов. И появилась рука и написала «Мине текел упарсин». Тебя будут судить по всей строгости. И, конечно, им пришлось позвать пророка Даниила. В этот момент вошла царица-мать, а сам царь Валтасар был невероятно сильно напуган. В Библии говорится, что его колени стучали друг от друга, и ни один мудрец не мог ответить. Тогда вошла царица-мать: «Позовите Даниила». И Даниил ответил. Так вот, Мина, когда я дал пророчество, оказалось, что на севере Украины есть город под названием Мина. Так что от белорусской границы, от города Мина, через всю территорию до Азовского моря, Восточная Украина, от реки Днепр до российской границы, все будет уничтожено. А это землетрясение, которое произойдет у западного побережья Африки, у берегов Гвинеи, в Гвинейском заливе, оно уничтожит остров Салатома. Другое, о чем я говорил в американском остатке, то это пророчество, которое я дал. И Бог начал давать мне эту информацию еще в 2007 году. Итак, я дал американский остаток, в котором содержится 7 пророчеств о Дне Господнем. Но первый из них – это суд над Америкой, который является хроникой американской нации. И это было самое первое пророчество, которое Бог начал давать мне тогда, примерно в 1997 году.
Я проповедовал лишь небольшую часть того откровения, которое Бог дал мне в церкви, где тогда был пастором, в соборе Христа в Киеве. И еще много лет после этого люди спрашивали меня, чем все закончилось. Но я отвечал, что Бог тогда больше ничего мне не открывал. Пророчество «Суд над Америкой» или «Хроники американской нации». Это станет известно как суд над Америкой, американские хроники. Второе пророчество – это Азовмена. Третье – это Азовмена 2 или европейский остаток. Таким образом, у Азовмены 2 есть два названия. Азовмена 2 или к европейскому остатку. Четвертое – это американский остаток, который я дал 1 августа в Хьюстоне, а потом я не закончил это, и Господь дал мне остальную часть этого. После того, как я уехал из Хьюстона по пути во Флориду и возвращаясь из Флориды, а затем с тех пор Он дал мне эту информацию. И примерно 2 недели назад я дал окончательное завершение американского остатка. Оно называется юго-восточный остаток. А юго-восточной части Соединенных Штатов, в штатах Северная и Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама и Миссисипи, которые не будут поражены ядерным оружием. Я рассказал об этом, а затем Господь дал мне еще одно откровение под названием «Международный остаток», которое должно было стать завершением всего этого. Это полстраницы, добавленной к американскому остатку, может быть, чуть больше страницы. Там говорилось об Австралии, Новой Зеландии, Китае, Индии, Пакистане, Афганистане и России. И если вы помните, те из вас, кто видел Азовмену, в конце Азовмены российская армия оказывается вынуждена отступать через Казахстан. Выживет лишь 1/6 ее часть, и они окажутся в Южной Сибири, к северу от Казахстана. Итак, позвольте мне закончить это, а затем я расскажу то, что Господь открыл мне. И я включу это в этот вопрос. Итак, номер 4 – это американский остаток, который я дал 1 августа, и это было 30 страниц. А затем я дал последние 5 страниц американского остатка 2 недели назад в этот вечер. И вот после того, как я это дал, Господь заговорил со мной, и Он дал мне еще кое-что, чтобы сказать людям в России. В конце Третьей мировой войны между Россией и Америкой вся Восточная Украина будет уничтожена 8 ядерными ракетами. Я сейчас имею в виду период времени непосредственно перед ядерным обменом. И я верю, что между восхищением церкви и началом ядерной войны пройдет примерно 2 месяца. Это произойдет 11 ноября. Это произойдет 11 ноября, потому что это тот день. Те из вас, кто знаком с американской историей, знают, что, или я объясню вам, пилигримы прибыли на корабле под названием Mayflower из Голландии и Англии, и они прибыли, чтобы основать колонию на Плимутской скале, а чуть севернее была организована Бостонская колония, и они заключили соглашение, которое называется Mayflowerское соглашение. И вместе с христианами, пилигримами и моряками на корабле, не все из которых были христианами, они заключили соглашение о создании нации под Божьим руководством по образцу библейского Израиля. Мы видим в книге «Бытия», как Бог говорил с Авраамом и заключил с ним завет. Пилигримы хотели заключить с Богом завет, подобный тому, какой был у Израиля и у Авраама. Но важно помнить, завет с Авраамом заключил сам Бог, а пилигримы и моряки заключили соглашение с Богом о построении нации под Божьим руководством, сияющего города на холме. И они согласились, так что этот завет – это проявление соглашения. Это был завет между пилигримами, моряками и Богом построить нацию под Богом, и они обязались следовать принципам Нового Завета, признавая все 66 книг Библии, и построить нацию под Богом. И тогда это соглашение вступило в силу. Завет начал действовать в тот день, когда они нашли место, где собирались построить свой город. Итак, 11 ноября 1620 года пилигримы высадились у Плимутской скалы и начали строить свой город на холме. Итак, это был день, когда Америка вступила в завет с Богом.
И Америка нарушила этот завет, позволив однополые браки. Во-первых, разрешив аборты. Сейчас в Америке было убито более 63 миллионов младенцев. И это убийство, убивать ребенка в утробе матери. Жизнь начинается с зачатия. Итак, после легализации абортов, а затем при Обаме легализации однополых браков, завет между Америкой и Богом, который установили наши отцы-пилигримы, был нарушен. И Бог больше не находится в завете с Америкой, чтобы защищать нацию от всех врагов, потому что Америка нарушила завет, и потому над ней придет Божий суд. Поэтому останется лишь американский остаток, как и остатки российские, украинские, белорусские, китайские остатки. В Третьей мировой войне, как я уже говорил ранее, Китай, Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Армения и Грузия. Именно эти регионы будут серьезно затронуты. Восточная Европа, а затем Америка и Канада на западной стороне. Так что вам обязательно нужно помнить, что вся Восточная Украина будет полностью уничтожена. Начиная от самой белорусской границы и до самого Азовского моря, от берегов Днепра и до российской границы, вся территория Восточной Украины будет окончательно и бесповоротно уничтожена. После восхищения 11 ноября, в каком бы году это ни было. Окей. Теперь посмотрите также. И вот перед вами карта. Хорошо, прямо здесь. Хорошо. Вы наверняка заметили, что практически весь юго-восток Беларуси был полностью уничтожен. И части территории России Москва будет уничтожена, но вот Санкт-Петербург не будет уничтожен. Теперь посмотрите на это. Все, кто меня слышит, что это за изгиб? Вот что я увидел. Это то, что я увидел в видении той ночью в январе 2007 года. Видите ли, в 2007 году я предупреждал Украину, Беларусь, а в 2014 году произошло вторжение. А затем, 7 лет спустя, российские войска двинулись на Киев. То есть это был 14-летний цикл с 2007 года, затем 2014 год произошло вторжение, а затем в начале 2022 года это снова произошло. Теперь вспомните серп. Он был где-то на юго-востоке Украины. Я вижу этот серп прямо сейчас. Обратите внимание, что серп направлен на запад, он опускается вниз. Теперь, пожалуйста, снова покажите ту картинку с Белоруссией. На что это похоже? Это перевернутый серп, обращенный в другую сторону. Это уцелевший участок Беларуси, предназначенный для защиты русских и белорусов, которые останутся на скорбь после восхищения. Потому что миллионы людей еще примут Господа. В России, в Беларуси, в Украине будет великое пробуждение. И этот изгиб вокруг Беларуси – это перевернутый серп. И Бог предупреждает русских и белорусов. Он удержит разрушение в пределах Беларуси, чтобы не была уничтожена вся западная Беларусь. И будет коридор в западной части Беларуси. Я дам вам задание, и я знаю, что вы справитесь с ним. Мне нужно, чтобы вы сделали карту с перевернутым серпом, изгибающимся вокруг западной Беларуси. И это серп защиты от Господа Бога Всемогущего, не советский серп, а тот серп, который показывает Бог. Это знак для людей, которые жили под гнетом серпа коммунизма. Когда я переехал в Украину в 1992 году, люди показывали мне флаг Советского Союза, да, красный флаг, и говорили, это флаг крови, потому что все, что у нас было, Иван Грозный снова и снова, все, что у нас было, Сталин, Ленин, все, что у нас было, это смерть, смерть и смерть. Это флаг крови, это флаг смерти. И вот люди жили под коммунизмом 70 лет. Потому что Бог сказал Моисею, если вернуться к книге Исход, если какое-либо племя или народ отвергнет мое слово и отвергнет меня как своего правителя, тогда наказание коснется нескольких поколений, детей, внуков и правнуков. Они будут жить под тяжелым угнетением и страданиями, потому что, как говорит Бог, если вы отвергнете меня, я дам вам 70 лет наказания.
Окей. В 1921 году советский народ отверг Бога. Они приняли закон, что мы будем атеистической страной. Мы не будем служить Богу. Итак, Бог допустил тьму на 70 лет, и люди, которые хотели истины, которые хотели Иисуса, были под преследованием и даже убиваемы. Итак, как сказано в книге Исход, 20 стих 5, те, кто отвергает Бога, их дети, их внуки, и только в середине 4-го поколения, в середине поколения правнуков. Это как если бы каждое поколение считалось за 20 лет. А в Библии иногда это 20, иногда 40, иногда 70, иногда 100 лет. Окей, когда Бог сказал Иакову, Он сказал, твоя семья уйдет в Египет на 4 поколения, то есть на 400 лет, 430. Бытие 15. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, 400 лет, в 4-м роде возвратятся они сюда. У нас 20, 20, 20, это 60, еще 10 лет, 70. В 4-м поколении, когда рождаются их правнуки, Бог говорит, согласно Библии, «Я накажу их на 70 лет, а затем дам свободу». Итак, это началось в 1921 году, а затем в декабре 1991 года, в Рождество для Запада и большинства мира. Бог дал новую свободу. И они сначала подписали соглашение в Беларуси, и Советский Союз распался. Они подписали распад Советского Союза в 1991 году. Ровно 70 лет. Слово Бога точно до минуты. Так же было и тысячные лет назад. Израиль восстал, поэтому они попали в вавилонский плен на 70 лет. Россия, Украина и Беларусь восстали. Поэтому они оказались в плену на 70 лет под коммунизмом. Так что Бог разворачивает серп, и Он говорит, вы под моей защитой, вы мои овцы. Вы мои, это сейчас пришло ко мне. Вы моя жатва последних дней. Вы моя жатва из России, Белоруссии и Украины. Итак, Бог разворачивает серп. Он сказал, вы моя жатва. И я приготовил землю защиты, землю безопасности, своего рода обетованную землю. И поэтому Господь дает русским возможность обойти через запад Беларуси и спуститься в Украину, чтобы они не были уничтожены, особенно в середине Великой Скорби. Китайцы же собираются напасть на Россию через Казахстан. Да, китайцы будут действовать вместе с Антихристом. Возможно, это новое пророчество для вас. Китай будет в союзе с Антихристом. И Антихрист скажет им, если вы поможете мне захватить западную часть Соединенных Штатов, я отдам вам весь запад Соединенных Штатов, западную Канаду и Мексику. И поэтому китайцы собираются сделать окружающий маневр. Они войдут с юго-запада Канады через Ванкувер. Западная часть Соединенных Штатов к тому времени будет уничтожена. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сакраменто, Портленд. В этом районе живет много украинцев в Сиэтле. Все эти места будут поражены российским ядерным оружием в Третьей мировой войне. И поэтому китайские войска не смогут пройти через эту территорию, потому что все будет уничтожено. Плюс там есть огромные скалистые горы, которые Бог создал во время потопа, чтобы защитить Америку. Так что из-за скалистых гор и по ряду других причин китайцам придется идти с севера в обход гор через район Ванкувера, выходя к Великим равнинам. Они попытаются пройти через Мексику, через Техас, чтобы захватить Великие равнины. И Антихрист заключит союз, договор с китайцами. Если вы это сделаете, я отдам вам в полное владение всю западную территорию Америки до реки Миссисипи. Я отдам это вам. За исключением Техаса и Оклахомы, Южного Канзаса, Арканзаса и Луизианы. Почему Антихрист не отдаст эти штаты? Потому что Техас, Оклахома и Луизиана – это нефтяной регион Америки. Мы называем это по-английски oil patch – нефтяной регион. Именно там добывается нефть, оттуда поступает американская нефть. Антихрист захочет оставить ее себе, ведь без контроля над энергоресурсами он не захватит мир. Без контроля над добычей нефти он не сможет управлять миром. Поэтому он скажет китайцам, я отдам вам это, кроме вот этих. Это юго-западные штаты: Техас, Оклахома, Южный Канзас, Арканзас и Луизиана. У берегов Луизианы в Мексиканском заливе стоят буровые платформы. Раньше его мексиканский называли
Сейчас его называют Американский залив, по крайней мере, в Америке. Знаете, это по сделке Трампа. Мы сейчас к этому перейдем. Я отвечаю сразу на несколько вопросов. Итак, китайцы собираются пройти через Казахстан и ударить по России. Китайские войска нанесут удар по России, и Бог предупреждает русских. И что же произойдет? Правителем России будет не Владимир Путин. Владимир Путин умрет на горах Израиля. В 39 главе книги Иезекииля говорится о Гоге. И Гог – это вовсе не Россия. Гог – это демон, духовная сущность, демон, который вселялся и вселяется в правителей России на протяжении сотен, а может быть и тысяч лет. Итак, вы можете обратиться к книге Даниила, где Даниил молился и постился в течение 21 дня. В конце 21 дня приходит ангел. Он говорит: в самый первый день, когда ты начал этот пост, в самый первый день, когда ты начал этот пост, это не была диета. Люди говорят: о, Даниил, давай устроим диету Даниила. Нет, пост Даниила – это в самом начале книги Даниила. Даниил действительно придерживался определенной диеты. Окей. И теперь они хотят сделать из этого пост. Ну, можно есть овощи, можно пить вот это. Нет, когда Даниил постился в 10 главе, он только пил воду, а может быть даже и воду не пил. И в конце этого он был настолько слаб, что даже не мог встать. Он был настолько слаб, что ангел прикоснулся к нему и укрепил его. И если бы это была просто та диета, которую люди сегодня называют постом, он бы не был так слаб. Они продают рецепты, чтобы заработать деньги. Они исказили истину. Окей. Итак, ангел говорит: в самый первый день, когда ты начал поститься, я был послан к тебе. Но главный князь Персии противостоял мне. Главный князь – это главный демон над другими демонами в Персии, то есть в Иране. Видите ли, дьявол создал свое царство тьмы, подражая царству света. У Бога есть царство света, и у него есть ангел над каждой нацией, и ангелы, подчиненные этим ангелам. Если вы откроете 12 главу книги Даниила, то увидите в самом начале, что Господь говорит Даниилу о князе, который стоит за его народ, за Израиль. Это архангел Михаил, и его задача стоять за Израиль. Он главный ангел-хранитель еврейского народа по всему миру. Так что всех евреев. И посмотрите на Киев. Символ Киева – архангел Михаил. Если вы пойдете на Майдан Незалежности, в центр Киева, на ту самую площадь Независимости, да, Майдан Незалежности, вы увидите там архангела Михаила. Потому что до Второй мировой войны на территории Украины жили миллионы евреев. В самом конце 23 главы Евангелия от Матфея Иисус говорит: «Пока еврейский народ не примет меня как своего Мессию, я покидаю ваш храм». Я оставляю ваш храм там, в Иерусалиме, без Бога, вы отвергли меня. Я Бог. Я сын живого Бога, его единородный сын. В любом случае, именно святой Михаил считается самым главным архангелом и верным небесным защитником всего народа Израиля. В книге Иуды говорится, что когда дьявол спорил с Михаилом о теле Моисея, чтобы устроить святыню и не дать Израилю войти в землю обетованную, Михаил остановил его. Почему? Потому что Михаил – защитник всего еврейского. Гог – это имя демонического князя, стоящего над Россией. Это не Владимир Путин. Это не Россия. Это имя демона. И мы знаем это, потому что можем прочитать у Иезекииля о Третьей мировой войне. Там говорится о Гоге. Затем мы переносимся на 1000 лет вперед к Откровению, главам 19-20. Позвольте мне посмотреть. Позвольте мне прочитать это вам. Иезекииль 39. Это еще не... Это не Армагеддон. В 38 и 39 главах книги пророка Иезекииля описывается ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. И там говорится об этом. Давайте перейдем к 39 главе, 11 стиху. «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря. И она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога, и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова, Хамангог». Хорошо, теперь вернемся ко Второй мировой войне. Была такая фраза: «Гитлер – это Германия». Германия – это Гитлер. Слышали когда-нибудь эту фразу? Хорошо. Гог здесь своего рода отсылка к Владимиру Путину, но Владимир Путин погибнет в Третьей мировой войне и будет похоронен на севере Израиля, так что Бог знает.
Так что мы видим, что Третья мировая война наступит совсем скоро. Скоро произойдет восхищение. Любой, кто хоть немного духовен и знает Библию, понимает, что восхищение наступит очень скоро. Могу я услышать «Аминь»? Аминь. Аминь. Хорошо, теперь мы видим, что Гог похоронен в долине Хамон-Гог. Хаман — это Аман. Помните, что сделал Аман? Он пытался уничтожить всех евреев в книге Есфирь. Хаман пытался. Так что вам Хамон-Гог назовут это место. Позвольте мне сказать вам одну вещь. Мне только что пришла одна мысль. Бог, именно сам Господь Бог называет Владимира Путина Хаман. У меня вопрос. Okay. Путин не покидает свой бункер. Он старый и здоровье не очень. Вы и в самом деле думаете, что он отправится в Израиль именно в разгар войны с Гогом? Серьезно так думаете? Я это не писал. Кто написал книгу Иезекииля? Я или Бог? Филипп, я не представляю, как это будет. Но как-то оно вывернется. Позволь мне сказать тебе кое-что. После пророчества Азовмена ты не представляешь, сколько угроз убийства я получил. Отовсюду. Они писали в соцсетях, и я говорил своей жене: держись подальше от социальных сетей. Я сделал то, что Бог велел мне сделать. А дальше все в Божьих руках. Я сделал, как Он велел. Так что оставляю последствия на волю Божью. Люди твердят: он сумасшедший. Один переводчик, когда я проповедовал Азовмену на побережье Черного моря в городе Херсоне, Херсон — столичный город. Нет, извините, это было еще южнее в любом случае. Я проповедовал там, и эта девушка-переводчица из Херсона сказала мне в 2014 году, она мне позвонила. 7 лет спустя она сказала: знаешь, я стояла рядом с тобой, переводила и думала, как этот человек Божий, если он действительно человек Божий? Как он мог говорить, что Россия собирается вторгнуться в Украину? А спустя 7 лет я вспомнила об этом, когда российские войска заняли Херсон. Тогда в Херсоне люди говорили: что вообще происходит? Филипп, наверное, сошел с ума. Зачем ему говорить, что Россия собирается вторгнуться в Украину? Мы всегда были союзниками. Этого не произойдет. Это действительно произошло? Да. Что думаешь? Сбылось? Можно я что-то расскажу? Примерно за 20 дней до начала войны на Украине мне приснилось, что там разразится война. После этого я снова посмотрела ваше видео и сохранила несколько кадров из него. Больше всего меня удивило то, что в первые дни войны события развивались почти точно так же, как вы их нарисовали еще в 2007 году. У меня есть одна карта, показывающая начало войны, точно так же, как вы ее нарисовали, и вторая карта – это скриншот из американских новостей, когда началась война. В 2022 году многие сравнивали эти две карты и говорили, что они практически идентичны. Отмечу также нижний маршрут, который вы нарисовали. Россия связана с Крымом через Крымский мост. Вы нарисовали его через море. В 2007 году этого моста еще не существовало. Он был построен гораздо позже, в 2019 году. Кадыровцы в начале войны прошли через этот Крымский мост. Многие церкви использовали эту карту. Они пытались их наложить друг на друга и выяснить, неужели это совпадает. Но, насколько я понимаю, то, что мы имеем сейчас, составляет примерно треть от того, что было в пророчестве, верно? То есть вся территория, показанная на этой карте, вплоть до реки Днепр, будет оккупирована уже во время скорби, после восхищения. Да, верно. После восхищения. И вторая эвакуация Киева произойдет после восхищения. Да, взятие Киева происходит после восхищения церкви. Я пытаюсь представить себе, как эти события укладываются во временную шкалу. Я знаю, что ядерный обмен произойдет 11 ноября. Мы не знаем год. Хорошо. Итак, какой будет последовательность после 11 ноября? Например, в промежуток с сентября по 11 ноября будет время, чтобы покинуть опасную зону. Так? Ну, как мы все хорошо знаем, Бог не всегда открывает нам все. Когда я был еще маленьким мальчиком и слушал проповедников, говорящих о книге Откровения, мы тогда знали значительно меньше, чем сейчас. Я покажу вам стих из 12 главы книги Даниила.
Посмотрите внимательно на то, что именно Бог говорит Даниилу в 12 главе, в 4 стихе. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай эту книгу, пророческую книгу Даниила, до самого наступления времени конца». Многие будут бегать туда и сюда, и умножится знание. Знаете, когда я был маленьким мальчиком, люди не понимали того, что мы знаем сейчас. Но теперь, как говорит Господь Бог, Даниил, когда наступит время и знание значительно умножится, тогда проповедники смогут все понять. О каком знании говорит Бог? Мы знаем, что это медицинские технологии, компьютеры, наука, микроскопы, телескопы, транспорт. Знание удваивается и уже удваивается на протяжении 15, не знаю, скольких лет. Каждые 1,5 года, каждые 18 месяцев общий объем знаний в мире удваивается. Ну и, конечно, знание у Божьих служителей, у Божьего народа, у его пророков. Он открыл такие вещи, которые еще несколько лет назад мы не понимали. Так что я думаю, что это одна из вещей, о которых Бог говорит Даниилу. Когда умножится знание пророчеств, знание Библии, когда знание возрастет, тогда проповедники смогут объяснить. Так что то, что мы понимаем сейчас, еще несколько лет назад мы не понимали. Но теперь знание умножилось. Окей, так что теперь мы знаем больше, чем раньше. Я теперь знаю больше. Я дал пророчество об Азовмена в 2007 году. Я теперь знаю гораздо больше, чем когда давал то пророчество. Это 19 лет назад. Окей, восхищение церкви вот-вот произойдет. Тогда те люди, которые все еще сомневаются и не верят сегодня, обязательно поверят, и они будут осознавать и собирать это. И вы все слышали всю эту чепуху, которая исходит из Вашингтона, и даже Трамп говорит обо всех этих пришельцах. Мой сын показывал мне фотографии чего-то вроде Гинденбурга в небе. Но это были изображения, созданные ИИ. Такие картинки делают, чтобы люди поверили в нашествие пришельцев, чтобы заставить людей поверить, что пришельцы придут и украдут всех наших детей. Потому что дьявол знает, что восхищение приближается, и он пытался подготовить весь мир через Голливуд, и особенно через Дисней. Посмотрите внимательно на Дисней. Это не было простой случайностью в фильме «Мстители», что половина всех людей на Земле внезапно исчезает. Кто смотрел? Половина людей на Земле исчезает, и это их забрало, и мы собираемся их вернуть. И вот для чего дьявол использует наше правительство и правительство по всему миру, чтобы попытаться убедить людей. Я записываю много подкастов с людьми со всего мира, и мне говорят об инопланетянах. Я такой, да ладно вам, брось, иди лучше займись чем-нибудь, иди лови рыбку. Инопланетян нет, они не существуют. Окей. И вот дьявол уже больше 100 лет пытается подготовить это поколение к тому, чтобы они приняли инопланетян, будто бы они собираются похитить людей. А на самом деле это будет восхищение. Бог заберет всех детей из мира и всех истинных верующих. А многие люди скажут, эй, я христианин. Это не может быть восхищение. Что ж, я христианин, и я все еще здесь. Да, ты лжехристианин, часть лжецеркви, потому что люди там пьяницы, прелюбодеи, блудники и воры. Но я же христианин, неправда? Поэтому многие люди останутся позади. И тогда они поймут, что их постигнет лишь восхищение, которое ударит их прямо в лицо. Люди по всей Америке оформляют их документы для их детей. Если они умрут, их наследство будет готово, и чтобы сообщить своим детям. И они связывались со служителями и говорили, мой сын взрослый или пьяница. Он не будет восхищен. Он вырос в церкви, но не выбрал жить правильно. Он останется позади. Поэтому я готовлю свои финансы в завещании, чтобы он понял или она поняла. Американцы по всей Америке готовят свои завещания, потому что их дети останутся после них с инструкциями в завещании. Что должны сделать дети, чтобы получить наследство? После восхищения они не смогут получить свое наследство без принятия Иисуса. Когда я был маленьким, люди проповедовали, никто не спасется после восхищения. Святой Дух будет взят, но Святой Дух не может быть убран с этой планеты.
В первом соборном послании к фессалоникийцам, в 5 главе, это самый первый стих. «Братья, нет нужды, чтобы я писал вам. Вы сами знаете, что день Господень – это не 24-часовой период. Это 7-летний период скорби. Он же не приходит, как вор ночью. Он...» Филипп, я думаю, что те люди, которые делают все это, они не рождены свыше. Нет, они думают, что рождены свыше, и даже проповедуют. Они просто называют себя христианами. Они не рождены свыше, потому что рожденные свыше запечатлены Иисусом до Дня Христа. И они не могут делать то, что делают те люди. Ну, люди принимают решения. Бог не отнимает у нас право принимать решения. У нас есть свобода выбора. Бог не лишает нас свободы выбора. Когда мы спасаемся, Он этого не делает. У людей есть свобода выбора всю их жизнь. Спасшись, мы принимаем Святого Духа, дающего силу жить свято. Мы ошибаемся. Господи, прости за это. Помоги мне в следующий раз поступить лучше. Но посмотрите, что здесь сказано. Здесь говорится, что это вторая глава об Антихристе. В 3 стихе «Пусть никто не обольстит вас. Он не придет, пока не случится отступление, и не явится человек греха, сын погибели, Антихрист». И сказано, я говорил вам об этом, когда был в Фессалониках. Я проповедовал об этом. В этом месте Писания говорится «тайна», 7 стих. Тайна беззакония уже в действии, как мы видим. Дух Антихриста, только удерживающий теперь будет удерживать, пока не будет взят от среды. Итак, удерживающий, Святой Дух, так проповедовали в моем детстве, удерживающий будет убран, Святой Дух уйдет при восхищении. Так что никто не сможет спастись после восхищения. Но он ведь не об этом говорит, он не говорит о том, что Святой Дух будет удален. Так нельзя сделать. Если вы откроете книгу Псалмов, 138-й Псалом с 7 по 12 стихи, Давид говорит, «Если я взойду на вершину горы, Святой Дух там. Если я спущусь на дно моря, Святой Дух там. Если я поднимусь на небеса, Святой Дух там. Если я спущусь в глубины земли, Святой Дух там». Невозможно удалить Святого Духа из этого мира. Мир перестал бы существовать. Именно Он, Святой Дух, удерживает все вместе во Вселенной и за ее пределами. Так что невозможно забрать Святого Духа из этого мира. Если вы хотите получить весь совет Божий по какому-либо библейскому вопросу, вам нужно взять все Писания, относящиеся к этому вопросу, чтобы получить полный совет Божий. Итак, когда вы принимаете весь совет Божий, Дух Божий везде. Поэтому вы не можете удалить его из мира. Давид сказал, куда бы я ни пошел, за пределы этой планеты, на небеса, в ад, в глубины земли, Святой Дух там. Итак, что говорит этот стих? Когда произойдет восхищение, каждый возрожденный христианин будет забран. А христиане есть в правительстве, в экономике, в системе образования, во всех уголках мира. В каждой стране христиане имеют влияние и власть. И поэтому, когда церковь, истинная церковь, будет восхищена, только тогда и именно тогда Антихрист сможет взять под контроль весь мир. Антихрист уже есть в мире, его личность пока не раскрыта. Он здесь, он жив сейчас. Дело не в том, что Святой Дух отнимается, но влияние Святого Духа будет устранено в результате восхищения Церкви. Влияние Святого Духа, проявляющееся через возрожденных христиан, будет устранено. И только тогда Антихрист сможет захватить власть. Так что огромное количество людей в России, в Беларуси, в Украине, в тот день, когда произойдет восхищение, начнется настоящий хаос. И миллионы людей обратятся к вере. И мы можем увидеть это пробуждение в 7 главе Откровения. Мы не будем сейчас к ней обращаться. Старец спрашивает, Иоанн, кто эта группа? Ну, я не знаю. Восхищение происходит в 4 главе Откровения, в 1 стихе. Восхищение, да, исчезновение, тайное событие. Итак, Иоанн говорит, я не знаю, кто они такие. Восхищение уже произошло. Старец сказал Иоанну, это те, кто спаслись во время периода скорби и сделали свои одежды белыми в крови Агнца. Теперь я хочу ответить на еще один вопрос, который возникал 2 или 3 раза среди тех, что вы мне прислали. И вопрос такой, давайте откроем Откровение, 9 главу. Люди спрашивали,
А что если русские, если они вдруг убегут в Сибирь? Ведь температуры там минус 40 или минус 50, стоит суровый мороз, и как же они собираются выживать? Смотрите, во время периода скорби я много раз думал об этом, но могу ответить на этот вопрос. Как они собираются выживать, когда стоят такие сильные холода? В Сибири, когда начнется настоящая ядерная война? Хорошо, позвольте мне все это вам объяснить. Откровение. Хорошо, эти люди – это великая толпа в Откровении 7. После этого, как сказал Иоанн в 9 стихе, «Вот, я увидел великое множество, которого никто не мог сосчитать, из всякого народа. Русские, белорусы, американцы, китайцы, из каждого народа, все народы, все племена, языки». И они стояли перед престолом, перед Агнцем, и на всех были белые одежды, а в руках у них были пальмовые ветви. Пальмы. Подумайте о фараоне, о людях вокруг фараона с этими пальмами. Пальмовые ветви символизируют мир, но они также символизируют отсутствие власти. Они остались после восхищения, поэтому на небесах у них не будет такой же власти, как у тех, кто был восхищен. И они восклицали громким голосом: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, старцы, и они пали ниц, чтобы поклониться Богу. И они все это сказали. А потом он с вопросом. И один из старцев говорит: «Иоанн, кто эти одетые в белые одежды, и откуда они пришли?» Теперь Иоанн уже видел восхищение в 4 главе, когда говорится: «После сего я взглянул, и вот дверь была открыта на небе. И первый голос, он слышит голос Иисуса, подобный трубе, который говорит: „Взойди сюда, и я покажу тебе, что будет. 7 лет на небесах во время периода скорби. Ты будешь на небесах со мной, на брачном пире Агнца». Итак, теперь те люди, которые остались после восхищения, они спасаются во время периода скорби, умирают, и их забирают на небеса. А старец, церковь уже была восхищена. Старец говорит: «А кто же эти? Иоанн. Кто это? Они в белых одеждах. Кто они?» Сотни миллионов людей. Откуда взялась эта группа? И Иоанн отвечает довольно умно, мудро, с рассудительностью. Старец спросил: «Ты знаешь, откуда они пришли?» Иоанн ответил ему: «Господин мой, тебе это известно». И старец, один из восхищенных членов церкви, отвечает: «Это те, кто вышел из великой скорби, омыли свои одежды и убелили их кровью Агнца. Поэтому они находятся перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в Его храме. И сидящий на престоле будет обитать с ними». Теперь послушайте, они больше не будут ни голодать, ни жаждать, и солнце не будет палить их. Говоря о ядерной войне, они упоминают ядерную зиму. Но все, что говорится в Библии, похоже на то, что будет очень-очень жарко, а не очень-очень холодно. Хотя эксперты предсказывают, что если начнется масштабная ядерная война, то на планете неизбежно наступит суровая ядерная зима. Но Библия говорит: нет, будет чрезвычайно жарко. Стратосфера вокруг планеты станет горячей или будет частично разрушена? Послушайте меня. Вот в чем вопрос. Я прочитал это здесь 3 раза. Как люди в Сибири собираются выживать? Будет очень жарко, потому что во время ядерной войны стратосфера вокруг планеты будет частично разрушена, и Солнце будет обжигать эту планету. И люди будут рыть убежище в земле. Посмотрите Откровение, 6 главу, ближе к концу главы. Они будут скрываться в пещерах, чтобы выжить. Будет так жарко. Все будет вопреки прогнозам ученых. Филипп, зачем ты сказал, что Россия нападет на Украину? Ну, я просто посланник. Не стреляйте в посланника. Я просто передаю послание для русских и украинцев, для людей из Индии и американцев. Я просто говорю вам, мне все равно, демократ вы в Америке, республиканец или атеист. Если вы остались, Бог хочет спасти вас. Бог неумолим. Он неутомим. Он не перестает пытаться спасти людей. Хорошо, Советский Союз отвернулся от Бога на 70 лет, но теперь Бог прощает. Он хочет спасти эту нацию. И людям, которые останутся после восхищения, он говорит: уходите из Москвы, отправляйтесь в Санкт-Петербург. И до того, как китайцы нападут, в середине периода скорби, когда произойдет бегство, он говорит: я перевернул серп и приготовил путь к спасению. Библия говорит, что в каждом испытании, в каждой проблеме Бог дает путь к спасению.
И во время скорби Он открывает путь к спасению через перевернутый серп. И используется эта фраза «перевернутый серп». Сам Господь дарует перевернутый серп. Он даст именно перевернутый серп белорусам и русским, чтобы они могли сбежать к вам. В Украину, чтобы избежать китайцев. Позвольте мне закончить свою мысль. Русские собираются просить, они будут вынуждены сами просить о мире, потому что они просто не смогут долго противостоять китайцам. После того, как значительная часть России уже будет разрушена, они отправятся в Париж, вероятно, в Версаль, и подпишут мирный договор с Антихристом, соглашаясь на его условия в обмен на защиту от Китая. Только останови китайцев. Хорошо, подумайте о том, что я только что сказал. Я лично этого всего не понимал в 2007 году, но теперь понимаю. И тогда я понял, что русские заключат мирный договор. Но они скажут: «Да, и хорошо, мы принимаем твою власть, мы будем поклоняться тебе». Ну, а куда деваться тем русским, которые уверовали? Они побегут в Украину. Бог говорит, что ты можешь сбежать из Петербурга. Это красивый город. Я там был. Я был в России 20 раз. Работал в служении. Так что Бог перевернул этот символ и сделал его своим. Ты не можешь ничего сделать против Бога. Ты не можешь ничего сделать против Бога. Все, что дьявол пытается сделать против Бога, Бог просто переворачивает. И Бог говорит: «Я соберу последнюю жатву душ и дам русским и белорусам путь к спасению, путь в Украину, чтобы спастись от Антихриста, пришедшего из Западной Европы». Это отвечает хотя бы на часть вопроса? Похоже, здесь возникла некоторая путаница. Вы говорили о середине периода скорби, верно? Да, именно о середине скорби, когда Китай атакует. Китай нападет на Индию. Между Китаем и Индией будет масштабная ядерная война, потому что Индия не примет Антихриста. Итак, китайцев, как вы знаете, более миллиарда. И в Индии тоже более миллиарда человек. И вот китайцы... Что случилось с Гитлером, когда он начал войну на 3 фронта? Он напал на Западную Европу. Он напал на Африку из-за итальянцев. Итальянцы уже не умеют воевать так, как воевали древние римляне. Современные итальянцы не могут. Они не умеют воевать. Поэтому немцам пришлось прийти и спасти итальянцев. Так что у них была война на 3 фронта. У них была Западная Европа. У них была Африка. А потом Гитлер делает глупость. Он нападает на Советский Союз в 1941 году. Война на 3 фронта. Он победил? Нет. О, у китайцев тоже будет война на 3 фронта. Они собираются напасть на Россию. Они собираются напасть на Индию и на Америку. Война на 3 фронта. Они проиграют. Потому что Индия не примет Антихриста. А вот китайцы примут. Я имею в виду, Антихрист сказал: «Если вы пойдете со мной, я отдам вам Западную Америку». И всех этих китайских мужчин, сотни миллионов китайцев, у которых нет жены, они найдут американских женщин и возьмут, кого захотят. Любых, канадских, мексиканских. Они найдут жен там. Так что все эти китайцы, у которых нет жен из-за абортов миллионов девочек и правила одного ребенка, во время скорби смогут найти себе жен там. Так что, да, давайте подпишем это соглашение. Поэтому они подписывают соглашение и начинают ядерную атаку против Индии. Послушайте меня, к середине этого периода в Индии умрут сотни миллионов человек. Итак, речь идет о середине периода скорби. Ага. И тогда Индия запустит свои разрушительные ядерные ракеты по Китаю, что мгновенно убьет многие миллионы китайских граждан. Но при этом сотни миллионов людей, сотни миллионов жителей в Индии тоже неизбежно погибнут. Нам остается только искренне надеяться, что произойдет великое пробуждение среди всего буддизма, всех ложных учений в Индии. Сотни миллионов людей спасутся до этого. Помните, в Откровении, в 7 главе, старец спрашивает Иоанна: «Кто это великое множество людей?» Они омыли свои одежды в крови Агнца. Они спаслись, но умерли. Миллионы из них, возможно, из Индии, возможно, из России. Так что Бог дает русским путь убежать. Когда Антихрист, когда российское правительство скажет: «Окей, все должны принять начертание 666» или имя Антихриста на лоб или на правую руку. Окей, на правую руку. Многие русские не захотят этого делать. Многие белорусы тоже не захотят, потому что они спаслись.
И тогда Бог говорит, у меня есть путь для вас. Вы можете воспользоваться белорусским коридором. Запомните это выражение. Белорусский коридор. Сделайте перевернутый серп, нарисуйте карту, и это будет путь к спасению. Во второй половине периода скорби Западная Украина станет зоной убежища. И послушайте меня, Украина, украинские военные, послушайте меня. Бог говорит, в то время вы должны принять белорусов, вы должны принять русских, вы не должны их отвергать. Слушайте Господа, не отвергайте, не делайте этого, если хотите, чтобы я помог вам в битвах. Я пошлю русских не погубить вас, как сейчас происходит, а помочь вам спасти Украину от Антихриста. Поэтому примите белорусов, примите русских, чтобы у них был путь к спасению от принятия начертания зверя в середине этого периода, когда русские будут побеждены и попросят мира в Париже, и подпишут мирный договор, вероятно, в Версале. И вот правители возвращаются в Россию, скажут, все принимайте метку, и мы в безопасности. Война окончена, китайцы собираются остановиться. В этот момент русские, не принявшие начертания, будут бежать, и Бог дал им путь. Можно задать вопрос? Давайте немного вернемся к началу. Например, восхищение произошло где-то в начале сентября. У людей есть 2 месяца, чтобы переехать в безопасное место. Из Киева, из каждого города, который находится в этой темной туче. Не туче, а темной области на карте, которую вы отметили. Хорошо. Итак, есть 2 месяца на переселение, и они пока еще не будут дружить с Украиной, верно? Потому что эта украинская война будет недолго еще продолжаться после восхищения. Пришествие Иисуса предсказано первыми 3 праздниками Израиля. Сейчас мы пророчески находимся в периоде 4-го праздника, Пятидесятницы. Далее идут осенние праздники, начиная с 5-го. Рош Хашана – это праздник труб, и с пророческой точки зрения он относится к восхищению. Мы хорошо понимаем важные параметры Рош Хашана. Он проходит каждый год между 5 сентября и 5 октября. Мы не знаем, в каком году произойдет восхищение, но знаем, что это должно произойти между 5 сентября и октябрем. А через 2 месяца, 11 ноября, начинается ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому тем, кто хочет бежать в безопасный район, если вы находитесь в Украине, я проповедую с 2007 года. Вам нужно перебраться через реку Днепр на западную сторону Украины, на западную сторону Днепра, в зону безопасности. Если вы в Беларуси, вам нужно отправиться в западную часть Беларуси, в тот район, близкий к польской границе. Если вы в России, если вы находитесь на западной стороне Волги, вам нужно отправиться на восточную сторону Волги и двигаться на север в сторону Санкт-Петербурга, подальше от Москвы, в район Сибири. Я знаю, что туда попадут ядерные бомбы, но я не знаю их точного расположения. Теперь подумайте, что Бог попросил меня сделать. Я американец, живу в Киеве. И он говорит, скажи украинцам, что 8 американских ядерных бомб уничтожат Киев, и город Одессу, и город Донецк. Видите ли, я самый обычный американец. И Бог сказал мне той ночью прямо в конце, я просил других проповедовать это, и все они отказались. Тебе придется сделать это самому. И вот я сделал это сам. Я понятия не имел. Я проповедовал это 3 раза, потом отложил все записи. Потом в 2013 и 2014 годах Бог распространил это по миру среди десятков миллионов людей. И я не распространял это массово. Думаю, мы продали 10-12 видеозаписей в тот первый раз, когда я проповедовал это в Киеве. И Бог распространил это по всему миру. И во время периода скорби люди будут это видеть, и они будут спасены. Вопрос получается, что между восхищением и ядерным обменом на этой территории Украины должно исполниться то, что вы обозначили на карте. Как именно это произойдет? Получается, после восхищения Россия быстро продвинется и захватит Украину до Днепра в промежутке между восхищением и ядерным обменом, верно? Хорошо, позвольте мне ответить на этот вопрос.
На самом деле, это довольно простой вопрос. С начала войны буквально миллионы украинцев обрели спасение. Да. Многие покаялись. Я имею в виду, я слышал о людях, даже о тех, кто ехал в автобусе, которые говорили, нам нужно спастись, и все в автобусе покаялись. Окей? Так что же произойдет с обороной Украины, с защитой Украины в армии, когда огромное количество украинцев в правительстве, экономике, армии, которые защищают Украину, исчезнут? Вот и ответ. Теперь мы понимаем, благодаря праздникам Израиля, всем праздникам, особенно 7 основным праздникам, первым 3 праздникам Израиля, у праздника есть естественная сторона, духовная сторона и пророческая сторона. Пророческая сторона первых 3 праздников – Пасхи, первых плодов, опресноков. Все эти 3 праздника, их пророческая сторона была полностью исполнена при первом пришествии Иисуса. Все они являются весенними. Сейчас, с пророческой точки зрения, мы живем во времена праздника Пятидесятницы. Это летний праздник. В Духе Святом, как проповедовал Петр в Деяниях 2, у них была Пятидесятница, и они исполнились Святым Духом. Итак, сейчас мы находимся под праздником Пятидесятницы с пророческой точки зрения. Затем идут осенние праздники. Рош Хашана, Кущи, 3-й из них. Все они являются осенними праздниками, которые празднуются осенью. Рош Хашана – это праздник труб, как сказал Павел в 1 Фессалоникийцам в 4 главе. «И вострубит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а затем мы, живые оставшиеся, будем восхищены, чтобы вечно быть с Господом». Утешайте друг друга этими словами. Звучит труба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Рош Хашана, праздник труб, проходит каждый год между 5 сентября и 5 октября. Так что это говорит мне о том, что восхищение, в какой бы год оно ни произошло, и миллионы людей, которые пророчески понимают библейские пророчества. Раньше, несколько лет назад, люди этого не понимали, но теперь понимают. Ветхий Завет нельзя отделить от Нового Завета. Я имею в виду, там содержится информация, которая важна для церкви. Так что где-то между 5 сентября и 5 октября произойдет восхищение. А теперь вот что интересно. Я не говорю, что Господь вернется именно в этот день. Но именно в этом году праздник Рош Хашана приходится на 11 сентября. Я знаю, мы все хотели бы вознестись этой осенью, но я действительно не верю, что это произойдет. Я так думал много лет. А потом Бог, после американского остатка, Он показал мне причину, почему Он сказал, восхищения не будет до вашей 25-й годовщины, чтобы я мог опровергнуть ложное пророчество. В прошлом году 23, 24 и 25 сентября. И я опровергал это по всему миру, по всей Америке, в Европе, в Африке, в Южной Америке, в подкастах и программах. Они сказали, Филипп говорит, нет. И вроде бы все расчеты показывают, что да, пророчество Джошуа из Южной Африки, математически это возможно, но Бог сказал, нет, я не вернусь до вашей 25-й годовщины свадьбы, которая будет 14 ноября 2025 года. Это значит, что следующая дата восхищения – Рош Хашана в 2026 году. Тогда Рош Хашана выпадает на 11 сентября, а затем снова в сентябре. Мы в середине 7-летнего цикла Шмиты. Шмита – это когда Бог сказал, 6 лет вы будете засевать землю, а на 7-й год я дам благословение, чтобы вам хватило урожая. Они не сеяли в 7-й год. Итак, сейчас середина Шмиты, а в 2029 году начнется следующий 7-летний период, который стартует в сентябре. Угадайте, на какой день выпадает Рош Хашана? 11 сентября 2029 года. Это примерно через 2 месяца. Не утверждаю, что восхищение будет в 2029 году, но, по-моему, это не просто совпадение. Просто делюсь этим. Вот так. Позвольте мне завершить мой ответ. Многие люди наверняка захотят сбежать.
И Бог сейчас говорит Украине через меня: украинцы, вы не поверили, так много не поверили, когда я говорил это в 2007 году. Пожалуйста. Моя репутация чиста. Все, что я вам говорил, сбылось. Вы даже говорили о картах. То, что произошло, сошлось с тем, что я пророчествовал, что Бог мне сказал. Я просто человек, мы все одинаковые. Я просто делаю то, что мне велено. Мне говорят, я делаю. Поэтому я говорю вам, украинское правительство и военные, после того, как Восточная Украина будет разрушена, впустите русских, чтобы они помогли вам бороться против Антихриста. Потому что Антихрист не боится Бога. Он будет отрубать вам головы, он будет уничтожать вас. Вам понадобится помощь любого, кто не является шпионом, из Восточной Европы, из России, из Беларуси. Впустите их, впустите русских, чтобы они помогли вам. Простите русских, простите белорусов. Разрешите им въезд после ядерной войны. Они вам помогут. Пусть привезут с собой свое военное оборудование. Итак, вернемся назад. Исходная точка. Мы восхищены. Что произойдет с этой войной? Россия что? Будет просто быстро продвигаться вперед до самого Днепра? Да, именно так. После восхищения миллионы христиан внезапно исчезнут из Украины, и Россия окончательно захватит Киев. Они захватят все, что будет открыто. Помните, я говорил во вступлении, что Бог обещал 2 эвакуации. Я молился на полу в комнате с пианино, и Бог сказал это где-то в 3:30 или около 4 часов утра. Он сказал, иди на кухню. За 26 лет, что я прожил там, у меня выработалась привычка, когда я делал евангелизации и начинал церковь. У себя в квартире я прислонялся к батарее, и я становился на колени. Знаете, как у нас делают в России, Украине, становился на колени и грел ноги у батареи. И я смотрел в окно и протягивал руку. Боже, пошли пробуждения, помоги мне организовать эту церковь, спаси людей. И вот я подумал, он посылает меня на кухню. Я отодвинул стол и устроился там поудобнее. Знаете, кухни там очень маленькие, и я убрал стену между кухней и балконом, чтобы я мог использовать пространство балкона. И тогда я подумал, Господь хочет, чтобы я встал у радиатора и молился. Я зашел на кухню, отодвинул стол, и, кажется, я вижу в небе облака, медленно плывущие на юго-запад. И все они напоминают очертания машин, грузовиков и автобусов. И тогда Господь сказал мне, будет 2 волны эвакуации из города Киева. Первая произойдет именно тогда, когда Россия захватит территории, когда Россия начнет войну. А вторая эвакуация будет организована тогда, когда Киев окажется на грани захвата. Это прям говорит вам, в этом пророчестве он сказал, первая эвакуация происходит, когда Россия изначально нападает, а затем вторая эвакуация происходит, когда Киев вот-вот будет захвачен. Так что это должно сказать вам, что есть определенный период времени от первого нападения России до падения Киева. Мой совет вам, найдите фотографии первой эвакуации. Я слышал от людей, потому что Бог вывел меня из Украины перед тем, как это случилось. Я прожил там почти 26 лет. Я не хотел уезжать, но я уехал. Он дал мне 17 снов. Один из этих снов повторялся несколько раз во сне. Я проповедовал и потом брал свою семью и уходил со сцены. И огромный пассажирский самолет ждал на взлетной полосе прямо возле Дома культуры. У нас была своя церковь, но это было так, как будто я проповедовал в Доме культуры. И я выходил из здания, садился в этот самолет и улетал. Итак, Бог вывел меня из Украины до того, как началась эта война. Но я всех предупредил. Я подверг опасности свою жизнь и свою семью, проповедуя то, что проповедовал. Угрозы смерти не прекращались. Но я ведь говорил правду. И он сказал, я говорил другим, и все отказались это делать. Он даже не спрашивал меня. Сказал, если тебе скажут прыгать, ты будешь делать это до тех пор, пока тебе не скажут прекратить. Такой у меня характер, окей? Так что я сделал то, что мне сказали. Поэтому я говорю Украине, Россия захватит Киев после восхищения. Иначе зачем Америке наносить удар по Киеву? И уничтожать те 8 городов, если бы Россия их не захватила.
И я раньше задавался вопросом, почему Бог позволит всем этим украинцам погибнуть от американского ядерного оружия. Боже, почему так? Но когда началась война, и шаг за шагом миллионы и миллионы украинцев эвакуировались из Восточной Украины, Харьков и Донбасс, они эвакуировались. Это как будто, конечно, Господи, ты позволяешь русским делать это шаг за шагом, но сейчас их остановили. Они не могут продолжать наступление. Украинская армия проявила невероятную доблесть. Они были доблестными и храбрыми, словами не передать. Я знаю, что людей забирают прямо с улицы. На прошлой неделе 2 из нашей церкви увезли, один шел проповедовать на похоронах, и его тоже забрали. Так что после того, как ядерные бомбы уничтожат Восточную Украину, русским, которые окажутся в тот момент в Украине, позвольте остаться. А русских, которые будут бежать туда в последующие 2-3 года, принимайте и впускайте в Украину, чтобы они помогли вам против Антихриста. Этот белорусский коридор, он будет... Это случится прямо в середине Великой Скорби, верно? Когда и русские, и белорусы будут бежать к украинским Карпатам. И это произойдет примерно в середине 7 лет скорби. Нет, когда именно южная и юго-восточная часть Беларуси будет окончательно уничтожена. Вы сказали, что это произойдет в самом начале скорби. Ага. Итак, коридор. Бог допускает существование коридора. Он его создает. Он не позволяет ядерным бомбам уничтожить этот изогнутый участок Западной Беларуси. Таким образом, он создает этот коридор, когда начинается ядерная война через пару месяцев после Вознесения. И еще важный момент, период скорби не начинается с Вознесения. Он начинается тогда, когда, как сказано в книге Даниила, глава 9, стихи 26 и 27, когда Антихрист заключит 7-летний мирный договор между Израилем и многими странами, тогда и начнется период скорби. Окей? Итак, коридор создается во время ядерной войны. То есть через пару месяцев после Вознесения этот коридор создается. Итак, более 3 лет, почти 3,5 года, этот коридор будет существовать для россиян и для белорусов, чтобы попасть в Украину. Так что, когда эти бомбы ударят... Будут бежать в Карпаты, да? Нет, они побегут в саму Украину именно через территорию Западной Беларуси. Но вы говорили, что в Украине будет одно укромное место. Это украинские Карпаты, да? Да, Антихрист совершит нападение в середине периода скорби. Он собирается напасть на украинский остаток. И украинцы обязательно одержат над ним победу в самой середине этого периода. Им понадобится помощь россиян и белорусов, чтобы победить Антихриста. Поэтому у белорусов и россиян будет 3 года, даже больше 3 лет, чтобы попасть в Украину и присоединиться к украинским силам. Потому что Антихрист придет в середине периода скорби. Антихрист придет из Западной Европы. И поэтому у них будет больше 3 лет, чтобы сбежать в Украину. И украинцам нужно будет доверять россиянам в тот момент, как это было до войны, до того, как Путин вторгся. И не только Путин. Многие из тех офицеров старых армейских корпусов и коммунистов, все они были с ним заодно. Путин не один это сделал. То есть вы имеете в виду, что та часть Украины, которую не затронет ядерная атака, будет жить нормально первую половину скорби? Да. Они будут находиться в полной безопасности до самой середины этого срока, а потом Антихрист нападет со стороны Венгрии. Он нападет на Польшу, и он совершит нападение на Беларусь, проходя через польские территории. Вот так это все и случится. Окей. Вы же знаете, католическая церковь очень сильна, и при Антихристе она будет очень влиятельной. Лжепророк будет стоять во главе католической церкви. Я знаю это. Лжепророк будет главой католической церкви. Так кто 90% людей в Польше, кто они? Католики. И значит, они будут с Антихристом. Поляки, и знаете, сейчас они ненавидят русских. Знаете, во Второй мировой войне
русские захватили, они разделили Польшу между Гитлером, между Германией и Россией, Советским Союзом. И вот русские взяли 3000 польских офицеров, захватили их и расстреляли всех в лесу в Польше из пулеметов. Помните тот самолет, который разбился с польскими правителями на борту, и поляки сказали, что русские сделали это специально. Они сбили этот самолет, они сделали это нарочно. Поляки ненавидят русских. Антихристу или лжепророку, главе католической церкви, не потребуется много усилий, чтобы убедить поляков помочь Западной Европе. Чтобы напасть на Беларусь и Россию, и они думают, ну что ж, русские почти уничтожены сейчас после ядерной войны, не потребуется много усилий, чтобы их добить. Так что западноевропейская армия, или армия из Европы, которая войдет из Польши в Беларусь и из Венгрии в Украину, они придут и будут разбиты в Украине. А белорусы и русские будут мужественно сражаться, чтобы защитить Беларусь. Но в конце концов Беларусь будет захвачена, она будет покорена. Многие погибнут. И даже партизан, которые сбегут в лес, антихрист будет преследовать и убивать. Во время Второй мировой войны по всей Западной Украине были партизаны, которые сражались против немцев. И они выжили, они сражались в лесах северо-западной Украины, совсем недалеко от польской границы. Но партизаны в Беларуси не выживут, так что этот белорусский коридор будет закрыт. В конечном итоге антихрист захватит этот коридор, весь этот белорусский коридор. Когда Бог дал мне это на кухне той ночью в 2007 году, Он говорил о второй эвакуации Киева. Потому что я пошел в комнату с пианино и записал все, что увидел в небе. И я подумал, что случилось с облаками? И я поспешил обратно на кухню. Я посмотрел, потому что такого облака уже не было. Оно исчезло на юго-западе. Я мог видеть только его край. Было 2 ряда облаков, 2 ряда машин, автобусов и грузовиков, и одно большое старое гигантское облако нависало над центром Киева в форме гигантского автобуса. Я видел его. И Господь сказал мне, те, кто будет медлить, погибнут. Потому что вторая эвакуация происходит, когда российская армия захватывает Киев. Они захватят Киев после восхищения. И тогда их накроют ядерным ударом. И те украинцы, которые ждут, которые медлят, они погибнут. И то же самое касается русских. И белорусов, те, кто медлит, это очень важно, те, кто медлит воспользоваться территорией коридора, погибнут. Помните, Бог дал Израилю коридор, не так ли? Это просто потому, что Святой Дух просто говорит с ними. Бог предоставил народу Израиля коридор, чтобы выйти из Египта. Он дал им коридор через Красное море, окей? Он дал им коридор, Он дает, предоставляет коридор русским и белорусам. Те, кто медлит, погибнут. Не теряйте ни одной минуты. Итак, смотрим на эту карту, верно? Позвольте мне показать вам... Вот тут... Еще раз говорим белорусам. Если ваши верующие друзья исчезли, посмотрите на эту карту. У вас есть ровно 2 месяца, чтобы покинуть зону, отмеченную черным. Да, это так? Или около 2 месяцев. До 11 ноября. До 11 ноября вы должны покинуть эту территорию. Потому что это день, когда Америка заключила завет. И поэтому они будут судимы. Америка будет судима 11 ноября, потому что она нарушила завет с Богом. И поэтому Бог не обязан полностью защищать эту нацию. Так что бегите. А затем, к концу первых 3,5 лет, вам лучше будет бежать в Украину, потому что антихрист нападет. Поэтому всем мирным жителям и пожилым людям нужно уехать и добраться до Украины, а военных оставить в Беларуси для организации обороны. Но сопротивление будет сломлено. Извините, но так и будет, хоть вы и будете сражаться достойно. И позвольте мне дать совет белорусским военным. Вам необходимо заранее планировать тот момент, когда именно нападет антихрист. Вам нужен детальный план эвакуации, чтобы понимать, как именно вы сможете уйти на территорию Украины. И там вам придется организовать новую линию обороны на украинской территории, потому что армия из Польши неизбежно захватит этот коридор.
коридор будет закрыт. Медлить нельзя. Необходимо организовать отступление белорусской армии. Удерживайте юго-западную границу Беларуси. Сражайтесь и защищайте ее до самого конца, чтобы больше людей смогли уйти в Украину. Разработайте военный план, чтобы у вас было организованное отступление с боями, и чтобы основная сила вашей обороны находилась на юго-западе Беларуси, чтобы защищать эту границу и позволить южному коридору оставаться открытым как можно дольше. У меня есть вопрос об Антихристе. Как Антихрист может соответствовать стольким разным ожиданиям одновременно? Например, как он может казаться человеком с еврейскими корнями и при этом соответствовать роли исламского мессии и все равно каким-то образом привлекать весь мир? Очень просто. В Библии сказано, что у него будет сила исцелять людей. У него будет сила низводить огонь с небес. Разве вы этого не читали? Откройте этот стих. У него есть и сила низводить огонь с небес. Вот перед вами стоит человек, или вы видите его по телевизору, и он говорит: «Я Христос, я живой Сын Божий». И он будет доказывать это, говоря: «Вы не верите?» И через лжепророка он низводит огонь с неба. Поймите, они низводят огонь с небес. Так что эти люди, которые не приняли Иисуса, легко поддадутся обману и примут его. Они поверят, что пришельцы украли их детей. Они поверят во всю эту ложь, потому что всю свою жизнь верили лжи. Это как самая страшная авиакатастрофа в истории мира, которая произошла на Канарских островах. В густом тумане два больших авиалайнера столкнулись на взлетной полосе. Погибло более 500 человек. Это самая страшная авиакатастрофа в истории. На одном из этих самолетов был человек, который выжил. Самолет треснул, боковая часть фюзеляжа раскрылась, и он выпрыгнул, благодаря чему остался жив. Он сказал: «Знаете, что меня удивило? Я думал, что когда люди умирают, они обратятся к Богу и скажут: „Боже, прости меня, я не хочу попасть в ад“». Он сказал, что все было как раз наоборот. Самолеты были охвачены пламенем. Топливо разлилось, и люди были живыми факелами. Они сгорали заживо. И он сказал, своими последними словами, они проклинали Бога, последним дыханием, что у них было, проклинали Бога. Он сказал: наверное, суть в том, что люди умирают так же, как и живут. Я верю в предсмертный опыт, в обращение на смертном одре. Но он сказал, люди умирают так же, как и живут. Так что все эти люди, так много, сотни миллионов людей. Я верю, что более миллиарда, 2 миллиардов людей могут спастись после восхищения. Но многие сотни миллионов, миллиарды. Если вы уже слышали, я говорил об этом раньше. Когда я говорил об этом несколько лет назад, в мире было меньше 8 миллиардов человек. Я читал ваши смс-тексты с вопросами и отвечал, что в мире почти 8 миллиардов человек. Сейчас мы движемся к 9 миллиардам. Сейчас нас уже больше 8 миллиардов. Так что если из 8 миллиардов 1 миллиард человек будет восхищен, и я уже использовал эту математику раньше, то останется 7 миллиардов. Хорошо. И это нет, там была небольшая ошибка в тексте, где говорилось то, что, мол, 1 миллиард человек может погибнуть. Нет, не один. В период скорби погибнут миллиарды. В Исаии говорится, что к тому времени, когда все закончится, можете открыть 13 главу Исаии, в мире будет больше чистого золота, чем людей. Там именно так и сказано. В 24 главе, в 6 стихе прямо говорится: «К самому концу 7 лет вся земля совершенно опустеет, и живых людей останется очень мало». Останутся миллионы, но не миллиарды. Да, люди будут умирать, многие умрут так же, как и жили, проклиная Бога до самого конца, отказываясь покаяться. В Откровении, в 6 главе, говорится, что даже после всего увиденного они все равно отказываются покаяться. В 9 главе они по-прежнему отказываются раскаяться. Поэтому сбегайте, пока есть возможность. Вы можете найти в описании под видео ссылку на файл пастора Барнетта к европейскому остатку. Кто хочет, может скачать, сохранить и распечатать его для оставшихся после восхищения родственников. Кто слушает сейчас, еще не поздно. Вы можете покаяться, принять Иисуса как Господа, и вы тоже будете восхищены. Я просматриваю эти вопросы, чтобы убедиться, что ничего не осталось без внимания. Кто начнет ядерную войну?
Хорошо, это к 10-му вопросу, здесь это написано. Вы поставили вопросительный знак и выделили синим цветом. Нанесет ли Америка первый удар? Вы слышали эту фразу? Ее используют в английском языке. Взаимное гарантированное уничтожение. Это значит, если одна страна применит ядерное оружие, другая ответит тем же. И они это знают. Обе страны будут уничтожены. Сейчас с современными технологиями сверхзвуковой ракете нужно 30 минут, чтобы долететь из Америки в Россию или из России в Украину, из России в Америку. У обеих стран есть гиперзвуковые ракеты. У Китая они тоже есть. Так что у обеих стран есть такие ракеты, и у обеих стран есть спутниковые системы, которые при ядерном запуске срабатывают мгновенно. Им сообщают, то есть они запускают ракеты против нас. Они запускают ракеты против нас. Так что я не знаю, кто первым запустит, русские или американцы. Кто-то из одной из стран первым нажмет на кнопку или отдаст приказ. Скорее всего, так и будет. То есть вы не знаете, кто точно начнет первым. Но вы знаете, что часть Украины до Днепра будет разбомблена американскими бомбами, потому что там будут русские, так? Но смотри, российские и американские ядерные ракеты одновременно полетят друг против друга. Они уничтожат друг друга этими ударами, и стоит одной стране начать запуск, другая ответит буквально через несколько минут. А дальше что-то произойдет, я не знаю, что именно. Но одно я знаю точно. Будет война по Псалму 82. Это случится поздней весной, война по 82-му Псалму. По Израилю ударят оружием массового поражения, химическим оружием. Тысячи евреев погибнут. Помните, когда 3 года назад в Израиле началась война, и вы связались со мной в тот же день? Вы сказали, Филипп, ты проповедовал, что когда произойдет Псалом 82, это будет не только Газа, это будут многие страны вокруг Израиля. Так что вы спросили меня, значит, это не Псалом 82? Я сказал, кто-то действительно слушал мои проповеди, потому что вы были абсолютно правы. Я сказал, нет, это не Псалом 82, это может так выглядеть. Но когда произойдет Псалом 82, будет конфедерация. Ливан, Иордания, Ирак, Египет и весь сектор Газа. Возникнет единая мощная конфедерация, которая нанесет удар по Израилю. В ответ Израиль неизбежно будет вынужден применить вариант Самсона. Они приведут в действие свое ядерное оружие против окружающих стран. Это и станет причиной начала этой войны. Видите ли, это не будет неожиданностью. Россия узнает, и Америка узнает. Я говорю сейчас о крюке, и Иезекииль, глава 38. Господь Бог говорит следующее. «Я вложу свой крюк в челюсть Владимира Путина и выведу все их полчища против земли Израиля». Итак, Иезекииль, глава 38, он говорит, 4 стих такой. «Я поверну тебя назад, русская армия. Я вложу крюк в твою челюсть». Что за крюк? Один из этих крюков – это то, что Израиль применит ядерное оружие. И когда они это сделают, даже немцы пойдут вместе с русскими. Израиль использовал ядерное оружие. Что за дела? Итак, это один из крюков, который заставит Россию напасть на Израиль. Так что это не будет неожиданностью. Обе страны будут вооружены, будут готовы. Их армии будут готовы по первому сигналу компьютера, спутниковых технологий. Если они увидят, что другая страна собирается что-то сделать, они тоже будут готовы. Так что это взаимно, а взаимно значит одновременно гарантированное уничтожение. Окей, теперь Исайя 17, мы прочитаем первый и последний стихи. Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет груда развалин. Дамаск – самый древний, постоянно населенный город в мире. Дамаск существует как город уже более 5000 лет. Его частично завоевывали, но никогда полностью не разрушали. Люди всегда жили в Дамаске. Окей. И даже Наполеон побывал в тех краях. Окей. Итак, в 14 стихе говорится: «Вечер, и вот ужас, и прежде утра уже нет его, и до наступления утра Дамаска больше не будет существовать».
Это удел тех, кто грабил нас, и жребий тех, кто обирал нас. Они попытались снова. Они применили против Израиля оружие массового поражения, химическое оружие. И Израиль ответил. И это становится крюком. Итак, Россия, Германия и страны Северной Африки выступят против Израиля. На самом деле Египет не выступает против Израиля, но Северная Африка, кроме Египта, да. Но Синайский полуостров будет вовлечен. Итак, крюк в челюсти. Бог вдевает крюки не один, а во множественном числе в челюсти стран, которые вместе выступают против Израиля. Так что это не одна страна начинает, может быть, первой. Я не знаю, кто это будет, но у каждой страны есть технологии через спутники. Они будут готовы. И Россия собирается выступить против Израиля. Так что они понимают, Америка может попытаться нас остановить. Нам нужно быть готовыми. И все произойдет примерно одновременно. Они начнут запуск, и Путин отдаст приказ на запуск. И это произойдет. Так что я бы тоже не стал утверждать однозначно. Возможно, одна из стран нажмет кнопку на несколько минут раньше. Но это максимум, что мы можем сказать. И еще здесь есть вопрос, который сформулирован не совсем правильно, что американские ядерные удары придутся только по Восточной Украине. Нет, удары также будут нанесены по России и Сибири, как показано на карте. Теперь позвольте мне кое-что вам сказать. Я не говорил этого с 2007 года. Думаю, это первый раз, когда я говорю об этом в вашей программе с 2007 года. Бог сказал мне той ночью, что американское оружие поразит Сибирь, но не показал, куда именно. Он никогда не называл мне конкретные города. Он лишь говорил, что некоторые американские ядерные удары придутся по Сибири. И, если задуматься, это сделает Сибирь более легкой целью для захвата Китаем. Я просто размышляю над этим. Так что, вполне возможно, те ядерные боеголовки, которыми Америка может ударить по России, вероятно, попадут прямо в центральную часть страны и уйдут далеко вглубь Сибири. Очень далеко, вплоть до самого побережья Тихого океана. Но вполне возможно, что южные регионы России все же смогут выжить. А китайцы хотят южную часть России. Потому что сейчас я словно слышу, как Господь говорит со мной. Я думаю, что большинство американских боеголовок, которые поразят Сибирь, будут направлены в центральную часть и далеко к Тихому океану. Это можно глянуть в интернете. Вы могли бы зайти в интернет и спросить, где находятся российские ядерные объекты. И вам бы показали, где они расположены. И, вероятно, это те районы, которые будут поражены в той ядерной войне. Так что вы, вероятно, могли бы найти это, открыть в интернете и создать свою собственную карту. Это то, что я хотел сделать, но так и не сделал. Я хотел составить карту от Волги до самого Тихого океана по России. И вот что я хотел сделать, потому что вы видите на карте за мной черную область, которую Бог показал мне как уничтоженную. И это было одно из видений. Это был не сон. Это то самое видение. То видение с черными областями Украины, России и Беларуси, которые должны были быть уничтожены. Он сказал мне о Сибири, но он ничего мне не показал. Я хотел сделать карту от реки Волги и до самого Тихого океана. И вот что я хотел сделать. Я планировал нанести полосы, как бы вертикально, но под определенным углом, то есть сверху, с запада, немного в сторону юго-востока, чтобы вся Сибирь была покрыта этими полосами, словно черные полосы, и чтобы люди понимали. Здесь будут взрываться ядерные бомбы, но Господь Бог так и не сказал мне, где именно. Сибирь будет поражена, но я не знаю где. Бог этого не открыл. Думаю, Он не хотел, чтобы это стало известно. Получается, вы утверждаете, что если война по Псалму 82 не произойдет в 2026 году, то и Вознесение не произойдет в этом году, верно? Бинго, я это говорил много раз. Я никогда не говорил абсолютно категорично. Война и восхищение произойдут. Я говорил, что вероятность очень высокая, потому что, почему бы Богу тогда мне это говорить? Вознесение не произойдет до моей 25-й годовщины свадьбы. Когда Бог говорил со мной в 2020 году, в ту ночь, 7 февраля, в пятницу вечером, я молился на полу. Я говорил: Боже, Ты дал мне столько всего, чтобы проповедовать, но я преподаю в школе каждый день и все время занят. У меня нет времени делать все, что мне нужно делать. И как же я все это успею, Господи? Похоже, что Израиль вот-вот нанесет удар по Ирану прямо сейчас.
Это было в 2020 году. И вот я лег спать на следующее утро. Я тут же снова встаю с кровати 8 февраля. И я молюсь той же самой молитвой. Итак, Господи, как же я все это успею? Как я смогу сделать то, что Ты мне сказал? У меня нет времени. И вот я начал снова ложиться в кровать. И Он сказал мне, восхищение не произойдет до вашей 25-й годовщины свадьбы. Ну, как бы вы подумали, если бы Он сказал вам такое? Ну, это значит, скорее всего... А потом я зашел в интернет. Это было через пару дней, так что я зашел в интернет. Типа, ну, когда Рош Хашана в 2026 году? Потому что моя годовщина свадьбы 14 ноября наступает после Рош Хашана в 2025 году. Вот так я понял, что нужно опровергнуть Джошуа из Южной Африки. Из-за его учения миллионы людей как будто бы считали, что восхищение вот-вот произойдет. Все, расслабьтесь, восхищение. Я им нет. Весь мир говорил, а я нет. Филипп говорит, нет. Филипп был не просто каким-то бродягой с улицы. Я имею в виду, люди, миллионы людей знают, кто он такой, говорит он. Нет, ладно. И потом, когда этого не произошло, люди говорят, ну, я вообще больше не верю в Бога. Это как, нет, ты просто слушал не того человека. Ну, а потом он появляется. Ой, извините, это был просто юлианский календарь. Я пользовался не тем календарем. И вот я снова появляюсь на разных подкастах по всему интернету и говорю, нет, он снова совершает ту же ошибку. И тогда я начал понимать в прошлом сентябре и октябре это как, знаешь, что... Бог сказал мне о моей годовщине свадьбы, не до моей 25-й годовщины свадьбы, не из-за вероятности того, что восхищение произойдет 26 сентября, а чтобы противостоять ложному пророчеству, о котором миллионы людей скажут, да, тот парень из Южной Африки ошибся, но Филипп нас предупредил. Бог сказал мне иначе. И я бы сказал, выглядело так, что все расчеты сходятся на 2025 год. Но Бог сказал иначе. И я давно научился не доверять тому, что мне говорят люди, или тому, что я сам думаю, а доверять тому, что говорит Святой Дух. Так что теперь я понимаю, и с тех пор я проповедую. Теперь о вероятности восхищения в этом году. Если война по Псалму 82 не произойдет в этом или следующем месяце, восхищения не будет в сентябре. Следующий действительно вероятный шанс. Простите, и я верю, возможно, ошибочно. Я предполагал, что восхищение произойдет, пока Трамп президент, исходя из других вещей, которые я знаю. Если бы это произошло осенью 2029 года, если только не случится что-то безумное, он уже не был бы президентом. Поэтому казалось, что должно произойти раньше. Но я не знаю. Война Псалма 83 – это один из крюков. И вот что говорят люди, эти проповедники по всей Америке и по всему миру. По Писанию и пророчествам до восхищения ничего не должно произойти. Но это неправда. Звучит красиво, людям хочется в это верить, однако война Псалма 82 и Иеремии 49 еще не исполнилась. А Псалом 82 – это событие, которое должно произойти до восхищения. То, что вы говорите о войне из Псалма 82, это ваше личное откровение? Или это общепринятая часть эсхатологического учения? Это не принятое учение. Так что... Но это же не откровение, это просто часть эсхатологического учения, верно? Люди не верят. Многие думают, что Псалом 82 лишь молитва. На деле же это настоящая война, поверьте мне. Значит, это ваше личное откровение? Да, от Бога. Бог открыл, что это произойдет до восхищения? Да, большинство людей не верят. Многие считали меня сумасшедшим. Россия собирается атаковать Украину, а потом позже нападет на Израиль. Ну как так? Этот парень сумасшедший. Надо его убить. И я помню одного парня, он был из Москвы. Он сказал, нужно убрать этого американца, чтобы другие не смели говорить, что Россия нападет на Украину. Так что я вам говорю, я говорю то, что Господь говорит мне, чтобы предупредить людей. Это моя работа. Я не хочу попасть на небеса, и чтобы люди сказали, ты их не предупредил. 1 августа в Хьюстоне. Я произнес пророчество к американскому остатку. И в ту самую ночь я чувствовал себя совершенно измотанным, медленно прохаживался по своему дому, и вдруг мне явилось видение. И вот я стоял перед миллионами людей, и они говорили мне, благодаря тебе мы не были уничтожены в этой ядерной войне. И мы пережили время скорби, потому что ты дал это пророчество.
И мы выжили не только во время войны, но и все эти 7 лет. А потом на следующее утро я проснулся, мы собирались уезжать, и мне снова явилось это видение. То же самое, Бог повторил это дважды. Это как будто Филипп, это будет успешно. Он сказал мне кое-что, что до смерти меня напугало. Только 10% американцев выживут. И я как бы спросил: Господи, ты имеешь в виду выживут после ядерной войны или до конца периода скорби? И теперь я понимаю, что это было до конца периода скорби. В этой стране живет более 300 миллионов человек, и многие миллионы будут восхищены. Все дети будут восхищены. Но это значит, что 250 миллионов американцев погибнут за 7 лет. Я взял ручку. Это была ручка с чернилами лавандового цвета. Я весь день ей писал. Я положил ручку. Я как бы сказал: больше не надо, Господи. Хватит, я не хочу ничего слышать. Несколько дней я только и твердил: нет, я не слушаю. Лишь 10% американцев выживут. Это значит, 250 миллионов человек погибнут за 7 лет. Я больше не хочу ничего знать. Это заставляет меня плакать. Я не хочу этого слышать. В конце концов, я пришел к тому, чтобы просто принять это, принять то, что он сказал. Когда я рассказал Азовмену. И позже он открыл мне еще больше через Азовмену 2. То, о чем мы говорим сегодня. Время близко, все начинает складываться в одну картину. Вы говорите, что Дональд Трамп все еще будет у власти. Думаю, так и будет, но все может быть иначе. Он может прослужить часть срока. Если мы окажемся в критическом военном положении к моменту ухода, он сможет задержаться еще на время. Я не знаю. У меня просто есть ощущение, что у него будет какая-то политическая власть. И я рассказал об этом в американском остатке, потому что китайцы собираются уничтожить его в Мар-а-Лаго во Флориде. У него будет какая-то политическая власть. Может, не президент, но все еще влиятельная фигура. Но я думаю, что он все еще может стать президентом, когда произойдет вознесение. Я не знаю, Бог не сказал. А также вы еще упомянули, что Путин умрет в горах Израиля. Значит, каким-то образом при его жизни он уже старый. Но это может случиться довольно быстро. Эта Третья мировая война может начаться. Он все еще президент. Он все еще правит как диктатор. Мы не говорим о том, что это произойдет через 10 лет. Мы говорим о чем-то другом. Эта Третья мировая война наступит скоро. Об этом говорят все. Третья мировая война, ядерная война с Россией, это сейчас везде в американских новостях. Это случится скоро. Это недалекое будущее. Время приближается. Вот что мы хотим сказать, верно? Да, именно так. Хорошо, это была весьма и весьма интересная встреча. Я прикреплю ссылку. В этом длинном диалоге, кажется, я ответил на все вопросы. Да, благодарю вас.